Приветствую вас на своем канале. Сегодня поговорим, как добиться обильного цветения фиалки. Что нужно, чтобы фиалка пышно зацвела. Первое условие. Если у фиалки нарощено недостаточно зеленой массы, розетка с минимальным количеством листвы, соответственно, цвести пышно фиалка не будет. Так как цветоносы появляются из пазух листвы, для начала нам нужно нарастить эту листву, если в будущем мы хотим увидеть шапочное цветение фиалки. Либо цветонос, либо пасынок один раз может появиться из каждой пазухи листвы. Но сейчас мы говорим конкретно о цветоносах. Если это будет, к примеру, 2 яруса листьев, то пышного цветения не будет. Для этого сначала нарастает корневая, корни хорошо оплетают земляной ком, потом уже развивается надземная часть фиалки, то есть листва. У таких молодых фиалок, это фиалка стандарт, но она еще молодая, у нее нарощено мало листвы для цветения, поэтому шапочно она не зацветет. Для начала ей нужно нарастить побольше листьев, и тогда она покажет весь свой потенциал. И тут мы плавно подошли ко второму условию. Это, конечно же, воздушный легкий грунт, в котором будет сначала развиваться корневая, потом уже активно будет нарастать листва. На первое время в хорошем грунте есть все микроэлементы, есть питание, и фиалка активно сама запустится на рост. Идеально взять для фиалок верховой торф. В нем она очень быстро развивается. Но чтобы субстрат не слеживался, не уплотнялся со временем, добавляем разрыхлитель. Это перлит. Но перлит желательно брать качественный, чтобы было минимальное количество пыли. Если перлит будет слишком мелкий, как пыль, он не будет разрыхлять грунт, а будет наоборот его цементировать, то есть скреплять. Поэтому лучше перлит перед использованием промывать. Третий момент, который будет способствовать быстрому росту, а соответственно и скорейшему цветению, это размер горшка. Намного быстрее корневая оплетет маленький объем своими корнями и быстрее зацветет. Я беру горшок для стандартных фиалок в диаметре 8 сантиметров. Это вот такие чашки одноразовые. Нравится мне использовать их для фиалок. Очень быстро фиалки развиваются в них и зацветают. Чем больше горшок, тем больше вероятность залива и больше вероятность загнивания корней и закисания почвы. Поэтому горшок лучше брать небольшого размера. Корни — это сердце фиалки, и если с корнями начинаются проблемы, то ни о каком цветении речи идти не может. Поэтому очень опасна систематическая засушка или залив. Первыми начнут страдать корни. Для мини-фиалок я беру вот такие вот горшки, маленькие. В диаметре они 5,5 сантиметров. Небольшие. Четвертое условие для цветения – это освещение. Процесс роста и цветения напрямую зависит от освещения. Оно должно быть интенсивное, равномерное, если это искусственное освещение. Если фиалки растут на окне, то освещение должно быть ярким, но рассеянным. Поэтому
На окне обязательно фиалки лучше притенять, чтобы на листве не было никаких ожогов. При недостатке освещения фиалка начнет тянуть листья вверх, листья будут длинными, бледными, не говоря уже о том, что цветение придется ждать очень долго. Ну и последний пункт, который я выделю, это, конечно же, удобрение. Здесь важно помнить, если фиалка чем-то заражена или у фиалки проблемы с корнями, то такие ослабленные фиалки мы не удобряем. Мы подкармливаем только здоровое, крепкое растение, которое периодически пересаживается в свежий грунт, а не так, что фиалка растет у вас уже 2 года в старом грунте, корневая в плохом состоянии, и мы хотим удобрить ее и получить сразу цветение. Такого не бывает. Удобрение будет уместно и, самое главное, пойдет на пользу, когда фиалка растет в свежем, качественном грунте и в небольшом горшке. И пересаживается почаще, ну хотя бы раз в год. Мы берем удобрение для цветения в составе с фосфором и калием. Для наращивания листвы выбираем удобрение с содержанием азота. Любое удобрение для декоративно-лиственных растений, чтобы нарастить листовую массу. А после этого уже удобряем ее для цветения. Можно взять комплексное удобрение. На этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Может, у вас есть какие-то предложения, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Тоже пишите все это в комментариях. Будем разбирать. Пусть фиалочки радуют вас своим цветением. И до новых встреч. Всем пока!